Всем привет! С вами FreeStep. Мы не валяемся на диване, мы работаем ради себя, работаем ради Украины. Сегодня мы сделаем что-то подобное вместе с вами. Такая простенькая лого-анимация. Делается довольно-таки быстро. Думаю, мы сегодня это разберем. Эту работу заказал клиент из Великобритании. Заплатил он за нее. Давайте, это будет небольшая интрига. Скажу, что это был сюрприз, сколько он заплатил даже для меня. Было очень приятный сюрприз. Заказал он сразу напрямую, купил, даже не обратившись ко мне, просто покупает, пишет вот такое сообщение, говорит, нужно сделать не максимально быстро, но в течение суток, пожалуйста, сделайте, и присылает материалы. Все эти материалы мы уже скачали, программку After Effects открыли, материалы здесь. Здесь, кстати, кратенько я описал, что он хочет. То есть ему нужна лого-анимация для страницы автомобильного контента. То есть что-то связано с автомобилями, что-то связано со скоростью, как по мне. Само лого выглядит вот таким вот образом. Есть PNG-картинка, есть SVG, это векторный формат, и Adobe Illustrator, это тоже векторный формат. Отлично, давайте не медлить, сразу же перейдем в программку After Effects. Парам-пам, импортируем сюда Adobe Illustrator файл, импортируем его как обычный футаж. Создадим новую композицию. Попросил он, кстати, в 4К. В какой-то момент еще он просил в 4К, поэтому... Что такое 4К? Это 1920 на 1080, стандарт, который знают многие, наверное, только умноженный в 2 раза. 4К это 2 раза больше, чем Full HD. То есть 3840 на 2160. 2997 стандарт американский, думаю, пойдет. И здесь, давайте секунд 9 поставим. Отлично, импортируем. Не импортируем, закидываем в Adobe. Сам Adobe Illustrator файлик, масштабируем его. Здесь качество поставим на Full. Включаем шестереночку, чтобы не пропало никуда. И, наверное, включим дополнительные линии. Ой, сейчас, секунду, да, не туда, что-то я, вот они. Дополнительные линии. И отцентрируем, то есть поднимем немножко текст и лого выше. Да, вот таким вот образом. То есть изначально он был не совсем по центру. Супер. После чего я предлагаю сконвертировать это все в Shape. Create Shape from Vector Layer. Таким вот образом. Теперь Adobe Illustrator файл можно удалить. Его можно удалить теперь даже с проекта и даже с компьютера. Все. У нас это сохраняется в After Effects, который мы, кстати, сохраняем тоже. Рабочий стол сохраним как-нибудь. AF, да? Лого называется так. AF. Да, AF. Все. Дальше у нас здесь Shape состоит из большого количества элементов. Их можно вручную повытягивать, либо ускориться с помощью стороннего скрипта. Он, кстати, платный, но очень крутой, офигенный. Рекомендую, называется Motion Tool. Здесь одной кнопочкой экстракт. Ждем. Он все те слои, которые находятся внутри одного шейпа, раскидывает по отдельному слою. Таким вот образом. Мы сегодня будем использовать все инструменты бесплатные, кроме вот этого Motion Tool. Но Motion Tool, его можно и обойтись, в общем, без него. Можно это вручную сделать. Поэтому, если у вас нету, вы делайте, пожалуйста, вручную. То есть Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V и остальное Delete. Это все можно сделать. Думаю, разберетесь. Если же вы профессионально занимаетесь, то Motion Tool советую. Так, ладно, не заостряемся, бежим дальше. Здесь я вижу у нас буковки AF, эти основные. Давайте я их покрашу в какой-то другой цвет. А буквы мелкие, вот они, да, я их загоню в прекомпозицию. Ctrl-Shift-C. Горячая клавиша Ctrl-Shift-C. Назовем это как? Буквы. Почему бы нет? Буквы. Не знаю вот я как буквы на английском, поэтому назову так. Буквы. Отлично. Все, с этим мы их закроем, с ними работать не будем. А будем сработать с вот этой AF. Давайте назовем вот эту вот буковку А. Я нажимаю Enter, чтобы
переименовать. Да, это F, прошу прощения за мое. А это F2 пускай будет. То есть F у нас состоит из двух частей. Дальше. Дальше я предлагаю сделать дубликаты всех этих букв. Прозрачность им снизить на 20%. Прозрачность — это мы нажимаем клавишу T. И зафиксировать. Таким образом, когда мы будем двигать основные наши буквы, а мы сейчас будем двигать, мы запомним, где они были изначально. Ctrl-Z. То есть зафиксировали их положение, которое они должны в конечном итоге прийти. Ctrl-Alt-Shift-Y, чтобы создать нуль объект дальше. И зажатым шифтом мы перетягиваем этот нуль объект куда-то между... Так, тихо. Вот так вот. Вот зажатым шифтом, чтобы он четенько по горизонтали, чтобы у нас все красиво было. Где-то между этих букв. Дальше привязываемся к нуль объекту. И сам нуль объект вводим сюда вот на серединку. Вот такая вот у меня мысль, чтобы эти буквы анимировались с центра. Так, это можно временно скрыть. Окей. Дальше. Давайте использовать Cyber. Для появления, вы видели пример, нам нужен Cyber. Cyber можно положить либо на текст, либо на маску. В данном случае на Shape никак Cyber не положишь. Но ничего страшного, мы из Shape можем сделать маску. Это с помощью выпадающего меню Layer, Autotrace. То есть мы сейчас букву А выбрали, нажимаем Autotrace. Здесь выбираем Autotrace почем? По альфе, то есть по прозрачности. Здесь у нас Apply to New Layer, все правильно. И нажимаем ОК. Ждем пару секунд и получаем новый слой. Вот он. Который повторяет форму нашей буквы А. Если нажать соло и присмотреться, да, она, конечно, не идеальная. Тут есть какие выемки, она не совсем правильной формы, но нам этого будет достаточно. Перетаскиваем ее сюда чуть пониже и называем ее как А. Тоже пускай будет А. Ну, давайте А-маска. Ну или А. Давайте просто А, что я начинаю. Все, идем дальше. Буква F. То же самое повторяем с буквой... Нет, давайте не будем повторять, все, не надо. Пока остановимся на букве А. Кидаем на нее Cyber. Это сторонний плагин, но полностью бесплатный. Его можно найти и бесплатно скачать на официальном сайте Video Copilot. Кстати, вот он, Video Copilot. Видите название? Супер. Здесь выбираем Cyber не по тексту, а по Layer Mask. Да, это то, что нам нужно. Это то, что нам нужно. После чего давайте зайдем в Render Settings и здесь включим прозрачность. Таким образом мы будем видеть то, что под маской находится. То есть под этим сайбером. Да, это нам нужно. Дальше можно повыбирать разные пресеты. Какие нам тут нравятся. Но мне кажется, никакой огонь, ничего такого нам не стоит использовать. Можно просто по дефолту. Давайте сделаем reset и будем все делать по дефолту. То есть то, что у нас было изначально. Layer Mask. Такой вот. Мне он нравится. Тут может быть немножечко подкрутить. Да, вот это вот значение 0,3 сделаем. Так, чтобы она не такое яркое. Хотя нет, пускай будет яркое, мне нравится. 0,4. Отлично, погнали дальше. Custom. Дальше нам нужно... Дальше давайте немножечко анимируем эту букву А. Каким образом? Ну, во-первых, Start Size уведем на 0. Получается, что у нас в начале она такая толстенькая, и потом, когда идет по контуру буквы А, она потихоньку утончается, утоньшается и утончается. Отлично. Дальше у нас есть параметры Start Offset, которые отвечают за заполняемость в начале, да, и End Offset, которые отвечают за заполняемость в конце.
Я думаю, мы end offset оставим на 100%, а start offset чуть-чуть уменьшим, ну, допустим, там до 40. Вот. И есть у нас значение Mask Evolution. Mask Evolution это просто он заставляет вот таким вот образом двигаться наш Cyber по траектории. Так, супер, отлично. Давайте Mask Evolution, наверное, санимируем. Изначальное положение будет у нас 0. Поставили, да, часики. Дальше заходим, нажимаем U на клавиатуре. Видим здесь маска, во-первых, ключ нам не нужен, я его удалю. А Mask Evolution, давайте на 9 секунде, он у нас сделает несколько оборотов. Так, подумаем, в какую сторону он может делать обороты. Вот в эту сторону. Но мне хочется вот в эту все-таки, наверное. Да, вот в эту. Против часовой стрелки. Пускай делает обороты. Допустим 8 оборотов. Смотрим, как это выглядит. Да, что подобное. Единственное, оно будет не до конца идти, а где-то давайте до 4 секунды. Вот она наша 4 секунда. Да. И будет идти не равномерно, а с ускорением. Выбираем все ключи, нажимаем F9 на клавиатуре, заходим в графики скоростей и говорим, что сначала скорость еле-еле-еле набирается, а в конце она резко выстреливается. Делаем график. Ну, давайте даже вот так вот. Вот так вот, да, вот такой вот формы сделаем график. Получается, вначале скорость небольшая, потом увеличивается, но резко останавливается. И в моменте, где она резко останавливается, я хочу, чтобы вот эти значения, которые мы регулировали, это Start Size и Start Offset, они санимировались на те значения, которые были изначально. Фиксируем мы их раз и два. Нажимаем U на клавиатуре. Еще раз U на клавиатуре. Переходим на раз, два, допустим, на 20 кадр. И значение Start Offset мы выкручиваем на 0. А значение Start Size на 100%. Вот так вот. И эти все ключики передвигаем вот сюда вот. То есть в момент большой скорости весь строк заполняется. Давайте посмотрим. Ключи можно мягкими делать, можно не делать. Тут, в принципе, наверное, не особо важно. Да, что-то подобное у нас получилось. По-моему, неплохо. Дальше давайте по прозрачности, возможно, что-то сделаем. Так, нажмем U на клавиатуре, зажмем Shift и T, чтобы появился параметр прозрачности. В начале у нас прозрачность пускай будет на 0. Через 30 кадров, допустим, то есть через 1 секунду она превратилась в 100%. Почему пропадает буква А? Ага, мы забыли в Transparent включить. Я вроде бы включал. Все, вот теперь не пропадает. Мы теперь это все делаем и видим тот слой, который находится под нами. То есть видим эту буковку А. И как по ней теперь бежит этот Cyber. После того, как он пробежался, прозрачность 1, 2, 3, 4, давайте через 40 кадров идет на 0. Да, вот такая вспышка и уход на нет. Возможно, здесь стоит поставить режим наложения. Если нажимаем на вот эту кнопочку, переходим сюда, здесь режим наложения Add. Да, будет немножко поинтереснее, то есть она будет при пересечении буквы А немножко вот так вот приятно вспыхивать. А буква А у нас появляется не сразу, понятное дело, а появляется где-то вот здесь. И появляется она точно так же этими же ключами. Ctrl-C, Ctrl-V, только в противоположную сторону. То есть здесь у нас должно быть 0, а здесь у нас должно быть 100. Чтобы их поменять местами правой кнопкой мыши, вот так вот можно сделать реверс ключей. Оп. Получается, Cyber уходит, а буква А появляется. Да, по-моему, неплохо.
Сохраняемся обязательно. Можно даже делать дубликаты. Ctrl-Shift-S. Сохранили как AF. Теперь сохраняем как AF02. У нас были небольшие такие бэкапы. Отлично. Дальше теперь буковки вот эти вот мы тоже подрежем в это же место. Подведем. Возможно же сразу же скопируем ключики. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V. Да, ключи прозрачности. И теперь точно так же нам нужно скопировать эффект Cyber для вот этой второй буквы. Я копирую букву А вместе с Cyber, Ctrl-D. Веду ее сюда, называю как F1. Вот. Я хочу, чтобы здесь все параметры остались, все ключи остались. Единственное, что нам нужно поменять, это маску. Если нажмем букву М на клавиатуре, здесь у нас маска, которая имеет форму, вот эту форму, да, а нам нужна форма другая. Поэтому маску удаляем. И сейчас попробуем, ну не попробуем, а сделаем новую масочку. Заходим в Autotrace над буквой F1, нажимаем ОК. Создается новый слой Autotrace, где мы нажимаем M и копируем масочку и кидаем ее на F. Да, кидаем, Autotrace удаляем. Все. По-моему, получилось. Теперь то же самое. Повторяем процедуру только для F2. Ctrl-D. Стоп, сейчас, секунду. Я хочу здесь, чтобы у нас был не синий, не белый цвет, а вот такой вот красный. Да, здесь должен быть красный цвет, я думаю. А здесь, наверное, цвет белый. Наша буква А у нас белая, а этот у нас... Да, отлично. Теперь дублируем F1, Ctrl-D, перемещаем его, называем как F2. И выбираем Shape F2, Layer, Autotrace, ОК. Копируем маску, Ctrl-C. Здесь маску мы удаляем, Delete, и новую вставляем, Ctrl-V. Супер. Autotrace можно тоже удалить. Таким образом у нас анимации сохранились, и только лишь масочка поменялась. Так как мы работаем с 4К видео, оно, конечно же, прогружает компьютер. Тем более я сейчас работаю за ноутбуком. Если мы хотим снизить нагрузку на компьютер, здесь мы нажимаем, уменьшаем качество, и здесь можем еще, ну, к примеру, я, допустим, пробел использую горячую клавишу, сказать, что каждый там, второй кадр пропускай. Тогда он будет кэшировать мне в оперативу каждый второй кадр. Дальше я хочу создать небольшое движение этим буквам. И создавать мы будем с помощью того же нуля объекта, к которому привязаны все буквы, кроме масок, кстати, да, кроме масок. Поэтому выберем в том числе и новые масочки и тоже привяжем их к нуль объекту. А теперь нуль объект сам будет у нас двигаться по масштабу. Как раз где-то на 4 секунде масштаб будет 100%, а на самой, давайте не на первой, пока временно здесь поставим, какой-нибудь 50% пускай будет. То есть вначале у него масштаб 50%, потом 100%. Пауза буквально 20 кадров. И потом мы перемещаемся по позиции. Нажимаем P на клавиатуре. Допустим, наверное, все-таки через 20 кадров мы смещаемся и смещаемся конкретно к тому месту, где у нас должны стоять буквы. Поэтому активируем эти вот болваночки, которые мы оставили. И да, сюда вот перемещаем. Все, болваночки теперь нам не нужны, их можно удалить. Получается, у нас идет наезд на камеру. И потом перемещение в правую
в левую сторону. Нажимаем F9, чтобы ключи сделать более мягкими. Здесь мы график скорости сделаем, ну, примерно вот такой вот формы. И теперь нам осталось появление букв. Появление букв сейчас тоже сделаем быстренько и красиво. Буквы у нас это два слова. Покрасим каждые слова в разный цвет. И, допустим, через 20 кадров по позиции везде все слои по позиции зафиксировали. То есть они должны быть здесь. А в самом первом кадре с помощью панели Align, вот она наша панелька, оп, сдвинули все буквы влево. И еще, наверное, даже левее. Поэтому с помощью стрелочек на клавиатуре я их туда вот доведу. Теперь нажимаю тильду на клавиатуре, чтобы раскрыть панель таймлинии на все окно. Нажимаю F9. И здесь, наверное, график скоростей тоже чуть-чуть подправлю. Сразу же всех букв. Обратите внимание, график скоростей сейчас справится сразу для всех букв. О, а буква А, что у нас не двигается? Почему букву А потеряли? Вот она, буква А. Ага, потеряли букву А. Ну, ничего страшного. Или страшно. Сейчас, секунду. Давайте тогда Ctrl-Z. Повторим процедуру, попробуем понять, почему. Потому что вот ключик. Видите, не создался ключик. И это плохо. Поэтому давайте, когда мы нажимаем на Align, все буквы смещаются влево, а буква А, она как бы остается на месте. Поэтому ей нужно дорисовать этот ключик. Да, дорисовали. И вот только после этого выбираем все слои и зажатым шифтом чуть-чуть вправо. После чего повторяем. Все ключи делаются мягкими. Графики скоростей везде правятся. То есть так, чтобы у нас скорость сначала была небольшая, потом она резко увеличивалась. Здесь пик скорости, и потом эта скорость потихонечку сходит на нет. Уменьшается, уменьшается, и буквы останавливаются. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот таким вот образом выглядит. И было бы еще интереснее, если мы создадим небольшую ступеньку. Опять же, эту ступеньку можно вручную подвигать, либо с помощью инструмента Motion Tool выбираем здесь шаг, пускай двоечка будет, форму ступенечки и нажимаем Select. Таким вот образом. Так, сейчас, секунду. Прошу прощения, здесь нолик поставлю все же. Да. Сделали ступенечку здесь, сделали ступенечку здесь. Возможно, вторые буквы чуть сдвинули, чтобы они с опозданием шли. Вторую строчку, второе слово. Что-то подобное получили. Выглядит неплохо, выглядит интересно, как по мне. Включаем прекомпозицию с этими буквами. Появляться они будут... Появляться, наверное, будет в тот момент, когда АФ уходит влево, а буквы начинают появляться. И появляться они должны... Давайте из-под маски сделаем новый Solid. Пускай он будет синего цвета. Вот такой вот Solid. Двигаем его сюда, чтобы они вот так вот появились. Да, кстати, мы даже и форму ему менять не будем, ничего мы ему менять не будем, просто вот так вот подрежем эту маску. Сюда вот разместим, назовем ее как mask. Привяжем к нуль объекту. То есть таким образом, чтобы она тоже двигалась за нуль объектом. Маску эту расположим сверху букв, а буквам скажем, возьмите альфа-мет. Нет, значит альфа inverted, да. Вот, а чтобы они...
И эти буквы теперь разместим в самый низ, чтобы они были таким вот образом. И все же мне не нравится. Давайте маску подправим. Маску эту все-таки я размещу вот здесь. И чуть-чуть ее вот так вот подрежу. Нажму M на клавиатуре, нажму Invert. Да, таким вот образом. Теперь маска будет иметь такую форму, и буквы будут выходить. Да, поинтереснее, как по мне. Все, первую основную часть анимации мы сделали. Теперь осталось сохраниться и, наверное, добавить задний фон. Делаем это с помощью Solid. Создаем Solid, называем его как BG, Background. Переносим background сюда вот вниз, нажимаем ему Solo, сейчас будем с ним работать. Можем даже, кстати, не Solo, а просто загнать его в прекомпозицию, новую, которую назовем BG, Background, задний фон. Заходим внутрь и будем работать с ним отдельно. Для этого нам нужен будет эффект, который называется Fractal Noise. Fractal Noise. Это такие вот шумы создаются. Здесь нам нужно контраст увеличить, чтобы у нас такие четко черно-белые картинка, черно-белые цвета были, да, то есть не было никаких серых. Яркость уменьшаем. Допустим, где-то так. Дальше вот это значение тоже я посоветовал, наверное, увести на 0. И теперь интересно, заходим в трансформ. Здесь мы можем масштабировать все это дело, да? Но нам нужно масштабировать только по одной оси. Каждую ось отдельно. Для этого мы отключаем вот эту галочку. И теперь мы можем масштабировать по оси, ну, по ширине, скажем так. Прям хорошо так вытянем. А здесь, наоборот, ужмем. Допустим, что-то подобное. Дальше я хочу, чтобы они двигались. И такое ощущение скорости было. Для этого нам нужно Evolution, зайти параметр, где он, вот он. Можно его анимировать, а можно просто с помощью выражения зажать Alt, кликнуть на часики, написать выражение. Выражение time умножить и на какое-то число. Time 100. Смотрим. Сильно медленно. То есть evolution перетекает, но сильно медленно. Поэтому давайте time 1000. О, это уже что-то похожее. Ну, допустим, что-то подобное у нас пускай будет. Дальше покрасим это все в другие цвета. Для этого я использую Color Vibrance. Это тоже сторонний плагин, но он бесплатный. Можете найти его на сайте Video Copilot. Он быстренько перекрашивает черно-белые цвета, те цвета, которые нам нужны. В данном случае нам нужен цвет. Так, что нам за нужен цвет? Вот этот. Вот этот красный. Да. Циферное значение можем скопировать этого красного цвета. Идти сюда и вставить эти циферные значения вот сюда вот. Давайте даже этот Color Vibrance я хочу Ctrl-X вырезать и вставить его на Adjustment Layer. Да, чтобы отдельно можно было включать, выключать. Ну, без разницы, но мне так немножко удобнее будет. Дальше Glow, свечение. Давайте добавим. Так, свечение. Здесь увеличим радиус. Да, и интенсивность.
примеру, вот таким вот образом. Чтобы немножко у нас работал и glow, свечение. Таким вот образом получаем background. Возможно, на него накинуть небольшую маску, чтобы затемнить вот эти вот по краям, чтобы не было... Какие-то были затемнения по краям. Для этого я использую эллипс. Выбираем background, 2 раза щелкаем на него, создается вот такой вот эллипс. Наша задача сейчас нажать F на клавиатуре, чтобы вызвать параметр feather. И feather значение увеличить, чтобы растушевать границы этой маски. Все, полученный результат мы сейчас посмотрим. Fit up to 100%. Давайте. Я, наверное... Так, смотрим. Можно либо просто прозрачность понизить бэкграунда, либо попробовать вот в этом месте, чтобы он потихонечку по прозрачности уходил на нет. А ну-ка. Появляются у нас сначала буквы. Вот таким вот образом. Ну и теперь самое приятное. Работа эта уже сделана и закрыта. Закрыта вот таким вот файликом, который вы уже видели. Выглядит чуть по-другому. Делал эту работу мой ученик. Сделал он ее, поработал, наверное, чуть побольше над бэкграундом. Получилось у него и красные, и синие цвета. Лого тоже может чуть-чуть отличаться, но главная суть вы поняли. Клиент закрыл не сразу. Клиент кидал правки, настаивал на оплате этих правок, то есть он каждую правку хотел оплатить. Я же говорю, не стоит, я сделаю все бесплатно, но вы, если захотите, оставите чаевые. Это нормальная практика, частенько работает. Финальный результат уже с правками — это несколько версий. Версия без появления текста, то есть чисто лого. И 2 версии там, где нету бэкграунда, то есть нету заднего фона. После всех этих правочек клиент оставляет безумно, офигенно большие чаевые. Это только чаевые, то есть то, что он платит сверху. Сама же работа, вся эта работа, которую нужно было сделать быстро, в течение одного дня, он заплатил за $435. А спустя еще пару часов он пишет, мол, эй, парень, пожалуйста, мне нужно еще сделать 4К видео. То есть сделайте мне, пожалуйста, в 4К. И опять он говорит, извините, но я не хочу, чтобы вы работали бесплатно. И он кидает новый заказ на... Давайте посмотрим. Он кидает новый заказ еще на $45. Тоже за такую мелочь, которая правится максимально легко и быстро, он кидает еще. Тут также чаевые, по-моему, были. Или нет? Да, $15 чаевых. И крутой, офигенный отзыв. Сегодня прям приятный день. Был безумно доволен я. Даже я не скрываю, я удивлен. Такие проекты появляются, но довольно-таки не так уж и часто. Они есть, но не так уж часто. Приятно получать такие проекты, приятно получать такие отзывы и чаевые. Вот. И я надеюсь, вам понравилось это видео. Если вы хотите залетать на рынок Fiverr, залетайте. Внизу под видео вы можете найти гайд, как стоит стартовать, что нужно делать, чтобы не совершать ошибки, которые совершал я. Он поможет вам, если вы новичок в сфере фриланса. Ну, также ставьте лайки, колокольчики. Все деньги от этого заказа, не все, половина денег от этого заказа мы переводим. Половина денег от этого заказа я перевел нашим парням, нашим ЗСУ. Держимся, работаем и поддерживаем себя, поддерживаем свою страну. Спасибо за лайки, колокольчики, еще увидимся. Пока-пока.